В середине мая, прямо на территории охотничьей рыболовной базы, возле поселка Усть-Большерецк, произошел случай, который вполне мог бы лечь в основу документального фильма. Настолько он был необычным и трогательным. Камчатка встретила утро по-своему. Сыро, свежо, с морским воздухом и обычной для здешних мест рыбацкой рутиной. Рыбаки проверяли сети, когда вдруг заметили какое-то странное движение в воде. Один из мужчин, Сергей по имени, потянулся к своему коллеге, чтобы посмотреть, что происходит. «Слышишь?» – спросил он, указывая на шорох. «Там что-то есть». Не дожидаясь ответа, он наклонился и внимательно вгляделся в мутную воду. Вдруг в его руках оказался некий тяжелый предмет, покрытый икрой и илом. В этом грязном клубке водорослей и песка оказалась выдра, микроскопический самец, весь опутанный тонкой, но прочной рыболовной леской, был измотан до предела. Его дыхание было частым и прерывистым, а в глазах – ужас. Шерсть зверька была облеплена илом и гравием, когти и зубы в крови. Видно было, бедное создание билось до последнего. Чем больше оно пыталось освободиться, тем сильнее путалось. Мощная мускулатура, присущая выдрам, лишь усугубила положение. Ловушка была смертельной. «Никогда бы не подумал», — вспоминал позже Сергей, что такая кроха может быть такой крепкой, плотной, как сжатая пружина, но в ее глазах паника и ужас. Выдры в природе редко подходят к людям, даже если они очень голодны. На этот раз перед рыбаком стояла беззащитная и страдавшаяся душа. Он почувствовал, что эта ситуация требует деликатных действий. Рыбаки, включая Сергея и его товарища Ивана, стараясь не причинить дополнительную боль, стали осторожно освобождать каждую лапку, каждую прядь меха. Их пальцы аккуратно распутывали сложнейшие узлы, а выдра позволяла это делать, будто понимала, что ей помогают. Работа шла медленно, но старания не пропадали даром. Время тянулось, и, наконец, когда зверька полностью освободили, его перенесли на берег. Дали воды, разместили рядом кусок рыбы. Он лежал без движения, изредка поворачивая голову и наблюдая за людьми, которые спасли его жизнь. На следующее утро выдра исчезла. Судя по всему, она пришла в себя и вернулась в привычную стихию. Рыбаки облегченно пожали плечами. Помогли, и ладно. Впечатления остались, но казалось, все самое интересное уже позади, и история закончена. Однако через пару дней кто-то из рыбаков заметил у берега знакомую фигурку. Там, где выдра отдыхала после спасения, мелькнула блеск ее спины, усы, характерный профиль. Сначала решили, что это просто очередной зверек, мало ли тут выдр. Но гость возвращался снова и снова. Он подходил к тому же месту, выходил на берег буквально на пару минут и тут же скрывался в воде. Осторожный, напряженный, но явно не случайный визитер. «Неужели это наш?» – недоумевали между собой рыбаки, вспоминая тот памятный день. И вот однажды, возвращаясь с моря, они вновь заметили знакомую выдру у самого причала. На этот раз в ее зубах была рыба. Живая, маленькая, слабо шевелящаяся красноперка. Зверек аккуратно подплыл к берегу, почти вплотную к сапогам одного из рыбаков, выложил улов на гальку и, встретившись взглядом с человеком, ушел обратно в воду. Ошибки быть не могло. Это был тот самый спасенный самец. Тот, кто еще несколько дней назад задыхался в их сетях. Рыбаки растерялись от волнения. Они переглядывались, не смея поверить своим глазам. Казалось, что выдра решила отплатить им тем, что у нее получилось лучше всего – рыбой. На следующий день он вернулся снова. На этот раз с хариусом. Это уже считалось ценной добычей. Мужчины улыбались, кто-то пошутил. «Подарки носит».
Их смех огласил берег, добавляя радости в этот необычный момент. На их удивление, все это наблюдал зоолог, приехавший по делам в ту же местность. Его звали Алексей, и он прекрасно разбирался в поведении животных. У него возникли подозрения, что это не случайность. «Это осознанный акт», — сказал он уверенно. Животное связало этих людей со спасением и отблагодарило их тем, что для него важно — едой. И действительно, для выдры отдать рыбу значит уступить свой главный ресурс, ведь в природе выдры живут поодиночке, не терпят чужаков на своей территории, и довериться кому-то — редкое, почти невозможное поведение. Но эта выдра сделала гораздо больше. Она вернулась с дарами, показывая, что даже в мире дикой природы, где выживание — все, есть место признательности, доверию и удивительной взаимосвязи между человеком и животным. Рыбаки были поражены тем, что наблюдали. Каждый день бравые мужчины спускались на берег, наблюдая за новыми встречами с проколотыми и побитыми ухом водолазами. Выдра не только продолжала приносить рыбу, она приходила все ближе, а однажды даже подплыла совсем близко и издала характерный хрюкающий звук. А ведь выдры так разговаривают только в моменты особого удовольствия и расслабления. Эти моменты стали для рыбаков чем-то волшебным, не поддающимся объяснению. Они начали воспринимать ее как друга. Каждый день они ждали ее прихода с целью узнать, что она принесет в этот раз. Каждый хариус, каждая красноперка были своего рода символами их уникальной дружбы. На берегу у них создалось особое место, где встречались притяжение людей и природная интуиция животного. Они называли ее Наташей. Это имя совершенно неожиданно пришло в голову одному из рыбаков. Оно стало частью их истории. Вскоре, однако, погода заметно испортилась. На Камчатке начались сильные дожди и холодные ветры, заметно похолодало, и рыбаки начали беспокоиться о том, как Наташа смогла бы выжить в такие условия. Каждый вечер они редкий раз выезжали на берег, но даже вот так осень не помешала ее веселому нраву. Каждый раз, когда Наташа вставала на поверхность воды, все они готовы были праздновать возвращение своей старой знакомой. Тем временем зоолог Алексей начал вести дневник своих наблюдений. Он описывал поведение выдры и ее взаимодействие с рыбами, придавая значение их новому союзу. Каждый раз, когда Наташа приносила очередной улов, она показывала новое поведение, исследуя и познавая эту связь более глубоко. Это было новое поведение для выдры, и таких отношений у нее не было никогда. Она не могла знать, что это станет началом невероятной дружбы, искусства и связи, которую было нелегко понять. Спустя несколько недель поднимались новые разговоры, страхи и желания. Рыбаки начали засыпать вопросы к Алексею. Почему такая выдра решилась на близость к людям? Что будет, когда ее поведение изменится? Страсть и беспокойство были бурными, когда атмосфера вокруг стала все более изысканной. В один из этих дней Наташа в очередной раз вернулась, но выглядела она уже иначе. К ней присоединился еще один зверек, выдра помладше. Рыбаки были в восторге. «Кому-то нужна помощь?» – шутил один из них. «Наташа здесь, чтобы показать своему другу, как приходить к людям?» – ответил другой. Каждый понимал, что за отношениями стоит натура. Они поднимали бокалы с водой и радовались, что теперь их дружба стала еще более ценной, чем раньше. Алексей заинтересовался происходящими изменениями, приняв решение наблюдать за поведением новой выдры. Если отважная Наташа привела с собой друга, это могло означать другую стадию их новых отношений. Он аккуратно подбегал и фиксировал каждое мгновение их общения. Они стали обниматься, взаимодействовать в воде, создавая свои ритмичные узоры. На следующий день зоолог еще раз заметил, что не только молодая выдра, но и старая вернулась с уловом. Наташа у себя на глазах кормила младшую, весело наблюдая за тем, как она обучала ее.
Опять же, эту картину нельзя было сдерживать от восхищения. Общение продолжалось, и текущие радости снова ожили у берегов Камчатки. Казалось, символ дружбы стал еще сильнее, и никто не уверенности больше, чем эти бесстрашные рыбаки. События развивались по нарастающей. Молодая выдра также стала носить рыбу, делая это так же уверенно, как и Наташа. Их обычай, конечно, стал более распространенным, и теперь подвиг был прост. Они учились друг у друга, обменивались опытом и выражали чувства на дельфинарии, что облегчало ежедневное существование верности. Прошло несколько месяцев, и пришла зима. Снег покрыл Камчатку, и река замерзла, превращая ее в ледяную гладь. Рыбакам стало сложнее работать, а Наташа с молодым выдренком исчезли. Сердца рыбаков замирали в ожидании их прихода. Чувства верности росли, и с каждым днем они молились, чтобы их рыба, особенно та, что они смогли спасти, вернулась. Однажды, шутя, один из рыбаков заметил: «Возможно, пора бы сделать Наташе предложение. Она уже дала нам так много, мы должны дать и ей то, что она ждет». Улыбки и поддержки раздавались, но эти слова не оставляли их. Многие люди пришли в то время праздновать веселый дух в тех воспоминаниях. Они догадались, что им не хватает этой животной одержимости. И в то время, когда затопило побережье снежной привычкой на рассвете, там, где когда-то были усы, за которые они боролись, показалась знакомая физиономия, выплывшая издалека. Снег был свежим и дерзким, и скоро счастье пришло. На поверхность воды вынырнула Наташа, а рядом с ней молодая выдра, которая стала приятным и тотчас заметным гостем для рыбаков, которые старались лишь шире улыбаться. После всех прошедших трудностей, которыми все они созрели, в моменты гнева и неуверенности, резкая радость снова проникала в их жизнь. Каждый шаг вперед стал поразительным актуальным открытием между ними, и все вновь заседали у берега, чтобы отпраздновать это чудо. Том и его друзья знали, что даже самой темной ночью на одной из ледяных троп их было можно просить счастья из-за дьявольских жизней, обвивавших шансы и шутки. Секрет возвратных долгов даже среди выдр. И самым трогательным было то, что это даже не нужно было обсуждать, это было видно из их вечных взглядов. И итог всей этой истории оказался простым, но волшебным. Как бы ни менялась жизнь, даже между животными и людьми, милосердие и дружба могут полностью изменить привычный ритм. Инстинкты и выживание не всегда могут подавлять лучшие человеческие прикосновения, благодаря искренности и вере в то, что добро всегда находит путь для возвращения, пусть иногда в виде мокрой лапки и рыбы на берегу.